входящий в состав китайского автогиганта Dongfeng, открыл предпродажи обновленного кроссовера Voya Free с приставкой «Плюс» на домашнем рынке. Как отметил глава компании Луфан, это не просто рестайлинг. Модель получила существенные изменения. При ее разработке китайские инженеры старались сохранить все преимущества предыдущей версии, но расширить эти возможности за счет современных инноваций. Кроссовер получил свежий дизайн и обзавелся продвинутыми решениями от Huawei, системой автопилота ADS 4.0 и операционной системой Harmony Space 5. Предварительная цена в Китае – около $32 тысяч. Интересно, что несмотря на все апгрейды, стоимость почти не изменилась. Похоже, Voya решил идти не только по пути прогресса, но и здравого смысла, оставляя цену прежней. Кроссовер Free Plus получил обновленный дизайн, и теперь он выглядит куда более сдержанно. Передняя часть стала гладкой и закрытой, бампер максимально минималистичным. В глаза бросаются новые колесные диски на 20 дюймов, выдвижные ручки дверей и единый блок задних фонарей, подчеркивающий ширину кузова. На крыше – лидар, а между фарами появилось интерактивное табло. Свежо, безусловно, но слишком просто, возможно. Новый облик кроссовера вызывает спорные ощущения. Однако, если честно, новинка выглядит куда проще и спокойнее по сравнению с предыдущей моделью, словно дизайнеры решили сыграть в минимализм, оставив прошлую дерзость в прошлом. Стоит отметить, автомобиль оснащен системой автономного вождения последней разработки Huawei ADS 4.0. В основе системы 48 сенсоров и камер, которые тщательно смотрят вперед на 300 метров, создавая полный обзор дороги. За обработку данных отвечают два мощных микрочипа с производительностью 1000 ТОПС. Производитель уверяет, что автоматическое торможение сработает даже на скорости до 160 км в час. Кроме того, с помощью этой системы автомобиль может самостоятельно проходить круговые перекрестки и без проблем находить свободное парковочное место. Давайте теперь узнаем его размеры. Новый Voya Free немного вырос. Теперь его длина составляет 4915 мм, ширина 1960, а высота 1660. При этом колесная база осталась прежней – 2960 мм. Вес базовой версии прибавил 100 кг и достиг 2250. Что интересно, в новой версии стоят четырехпоршневые тормозные суппорты, полностью алюминиевое шасси и двухрычажная независимая подвеска спереди. Особый плюс – пневматическая подвеска, которая может менять клиренс на 100 мм. После обновления подвеска получит электронную систему EDC Magic Code. Она автоматически подстраивает жесткость амортизаторов под 5 разных режимов езды, от комфортного катания до более спортивных или внедорожных условий. Силовая установка этого кроссовера построена по технологии RF. Проще говоря, это электромобиль с увеличенным запасом хода. Он умеет ездить как полноценный электрокар, а бензобак задействуется только при дальних поездках. В основе системы 1,5-литровый бензиновый генератор мощностью 129 сил. Он не связан с колесами напрямую, а служит для подзарядки тяговой батареи. В моноприводной версии машину приводит в движение один электромотор на задней оси. Его мощность выросла до 292 сил, раньше было 272, а максимальная скорость достигает 180 км в час. Полноприводный вариант оснащен двумя электродвигателями, передним и задним. Их суммарная мощность немного снизилась до 476 сил, против 490, зато максимальная скорость увеличилась до 200 км в час. Во время церемонии предпродажной подготовки представители Voya рассказали, что топовая версия кроссовера разгоняется до 100 км в час за 4,9 секунды. Емкость тягового литий-железо-фосфатного аккумулятора от Kettle составляет 43 кВт-часа. Благодаря этому запасу энергии автомобиль с задним приводом уверенно проедет до 230 км без подзарядки, как говорят представители компании. Полноприводная версия, хоть и чуть менее дальнобойная, все равно способна пройти почти 200 км на одном заряде.
Интерьер кроссовера получил заметные обновления. Новый руль и передняя панель стали современнее, а материалы отделки качественнее и приятнее на ощупь. Вместо прежнего цифрового выдвижного дисплея из 3 экранов теперь установили 2 отдельных дисплея, более удобных и логичных. Автопроизводитель прислушался к критике клиентов и устранил недочеты, связанные с неудобной сплошной панелью приборов и мультимедиа, которая мешала обзору водителю. Теперь перед водителем небольшая виртуальная панель приборов, дополненная 29-дюймовой проекцией с дополненной реальностью на лобовом стекле. Центральное место занял крупный 15- и 6-дюймовый тачскрин с системой Harmony Space 5 от Huawei. Это полноценная умная экосистема с кучей функций. Знакомая по другим совместным проектам с Huawei, таким как AITA, Luxit и Maestro. Обновленный фри с приставкой «Плюс» — это сочетание продуманных технологий и комфорта. В автомобиле предусмотрены сразу 2 беспроводные зарядки для телефонов. Голосовой помощник поможет не отвлекаться от дороги, а 22 динамика системы Voice Sound создадут настоящую атмосферу концерта, причем 4 из них встроены прямо в подголовники передних кресел. Водительское кресло оптимизировано с учетом эргономики и оснащено 8-точечным массажем, чтобы даже долгие поездки не стали испытанием. Главная фишка – переднее пассажирское сиденье Space Co-Pilot, выдвижная подставка для ног и почти лежачее положение. А второй ряд кресел можно наклонить спинки до 27 градусов. Для хранения вещей есть 7-литровый бокс с функциями подогрева и охлаждения. Отличный вариант для напитков и перекусов на ходу. 3-зонный климат-контроль и панорамная крыша площадью почти 2 квадратных метра создают атмосферу простора и свежести. Электрошторки надежно защищают от ультрафиолета на 99%. Объем багажника 590 литров, что уже неплохо для повседневных задач. Но если сложить задние сиденья, пространство расширяется до 1350 литров. И бонус – в багажнике есть розетка на 220 вольт. В Поднебесной уже объявили предварительную цену Voya Free Plus – около $32 тысяч. Интересно, что обычно между стартом предпродаж и официальным выходом на рынок в Китае проходит примерно месяц. Так что, скорее всего, этот кроссовер появится на рынке уже до конца лета. Обновленный кроссовер от Voya – яркий пример того, что китайский автопром умеет не только удивлять технологичным фаршем, но и сохранять голову холодной, предлагая топовые фишки без сумасшедшего ценника. Можно критиковать дизайн и детали интерьера, спорить о минимализме и лаконичности, но нельзя не признать, бренд явно движется вперед и старается доказать, что китайские авто могут быть не только доступными, но и продвинутыми. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.